Я сейчас произнесу древний заговор, и вода покажет свою тайну. И то, что я увижу, я вам передам. Я так иногда делаю. Если мне хочется немного сэкономить свои силы и увидеть то, что будет в ближайшее время, с помощью различных стихий: воды, ветра, дыма, что относится к стихии воздуха, земли. Вы, конечно, не увидите здесь ничего, хотя, может быть, перед вашими глазами что-то преобразится. Это возможно. Но знаки вам прочитать не дадут. А я увижу. Что в железном круге, в белой пене, в светлом тумане, злой ты или добрый, покажись, 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 явись. Что в железном круге, в белой пене, в светлом тумане, злой ты или добрый, покажись, покажись, явись. Что в железном круге, в белой пене, в светлом тумане, злой ты или добрый, покажись, 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 явись. Теперь я прочитаю здесь, уберу подальше. Что в железном круге, в белой пене, в светлом тумане, злой ты или добрый, покажись, 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 явись. Я вижу падающий самолет и два. В одном 120 пассажиров, в другом намного больше, второй аэробус. Горит башня. Ночь. Это город в Америке. Большая катастрофа. Огромная шеренга машин. И удар. Удар большегруза. Тормоза отказали. Южный город в России. Он едет прямо, сметая с пути другие машины. Роддом горит. Ближнее зарубежье. Пока что только трагедии показывает. Украина. Огромная земля под кладбище. Оно пополнится в ближайший месяц. Предстоит большая операция, тайная. Там погибших 1003, не меньше. За этот месяц
только на этой операции. Вы видите, что там вертится? Двигатель самолета. Двигатели будут отказывать. Даже вам показалось, видите? Даже перед вами открылось. Двигатель самолета. Отказывает двигатели у самолетов. Атмосфера стала другой, сгущается все. Не могут они садиться нормально. Избегайте путешествий в этом году. Взрывы на солнце. 4 затмения ожидается. Рождение детей у женщин взрослого, старшего возраста. Об этом же говорила, и здесь видно много-много детей. В железном кругу, в белом тумане, светлое пение. Злой ты или добрый, покажись, явись. Покажись, явись. Вот сейчас любой из вас, первая мысль, которая пришла вам в голову касаемо этого года, именно такой год вам и предстоит. Что перед глазами увидели картину? Богатство, успех, или горе, или развод, или усталость. Такой год и предстоит. Такие слова, такие действия, они раскрывают подсознание человека даже через экран. В этом году очень много умрет так называемых магуев, как я их называю, люди, которые влезли в магию с целью заработать. Это год их смертей. Многих. Падение комет хвостатых звезд, так их называют. Кометы. Вот видите, она вот так идет и падает. Не знаю, здесь видно или нет. Это смерти знаменитых людей, известных актеров. Многие уйдут в этом году. Сильные люди продолжат свой род, слабые будут вымирать. Слабый род будет уходить. В ближайшее время по всему миру опять начнется волна домашнего насилия. Об этом уже говорила насчет отцов. Так вот, эти отцы будут уничтожать свое потомство, не только рожденные, но и в утробе матери. В них словно что-то вселяется, они просто уничтожают свой род, свое продолжение. Я надеюсь, что этот поток меня уже оставит, потому что у меня очень много других дел. А я все возвращаюсь и возвращаюсь к предсказаниям. Сгорит аэропорт где-то. Большой.
год вундеркиндов. Очень часто будете слышать, видеть, будут показывать детей с сверхспособностями, сверхмозгом, сверхзнанием. Это несчастные дети. Эти дети становятся орудием в руках своих родителей для зарабатывания себе денег и славы. Ничего хорошего у этих детей не бывает. Там, куда вмешивается пресса и желтые газетенки, судьба этих людей нерадужная. Избегайте их. Река выйдет из своего русла и смоет большое кладбище. Будет опасно пить воду. Нужно кипятить воду. Там, где это случится, не пейте воду просто сырую. Обязательно кипятите. Потому что после этого может начаться эпидемия. Волга поглотит 2 корабля или парохода. Наверное, пароход так правильнее. Будьте осторожны. В этом году она особенно агрессивная, сильная, полноводная. Это ее год. Кто в железном круге, в белой пене, в светлом тумане, злой ты или добрый, покажись, явись. Кто в железном круге, в белом тумане, в светлой пене, злой ты или добрый, покажись, явись. Явись. Образ женщины с ребенком будет появляться постоянно на стенах, на деревьях, на воздухе. Многие это будут называть Богородицей с Христом. На самом деле это образ матери-богини, потому что род покровительствует. Это берегини нашего рода. В этом году очень много пророческих снов. Обратите на это внимание, особенно пятница, понедельник, пророческие сны. Они будут сбываться просто один в один. Видите, что показывает? Это как по воде кто-то гребет. Проваливается лед постоянно. Этот год неблагополучный, неблагоприятный для рыбалки, для путешествия на воде, особенно в зимнее время. Если у вас есть сердечники дома, они уйдут в этом году. Онкобольные выживут. Это как раз год, как шанс для них. А вот сердечные болезни нет, уйдут. В деревне будут приезжать молодые. Год села. Будут продавать свои квартиры и переезжать в деревни. Пополнение такое намечается. Молодые семьи
у которых больше 3 лет брака, у многих в этом году появится жилье внезапно. От бабушек, дедушек, государства, с разных мест. Молодые семьи, у которых брак есть хотя бы 3 года. Не случайно год рода. Рождение мальчиков опять пополняется, возвращается назад. Ушедшая генетика. Жизнь за жизнь. Мальчики будут рождаться. Мальчики многие будут рождаться у сестер погибших. И они все назовут их именами братьев. Земля от нас устала. Она от нас устала. От того, что мы творим. Мать природы устала в гневе. Сажайте деревья в этом году. Много. Сколько сможете. Даже в лесу. Удивительный год. Огромное количество птиц. Если вы живете возле леса, вас это удивит. Конечно, каждый год они прилетают, их полно, они устраивают с утра концерты. Но в этом году будет особенное нашествие птиц. Их будет огромное количество. На кладбищах свечение. На многих кладбищах свечение в этом году. Как радуга это свечение будет закрывать кладбище. Души умерших, которые приходят на помощь живым. В этом году многих будут звать по имени, не оглядывайтесь. Если вы идете по безлюдной дороге, и вдруг вас позвали, не оглядывайтесь. Это не человек вас зовет. Не бойтесь. Начитайте себе что-нибудь, каждый согласно своей религии, верованию, своим убеждениям, и они вас отпустят. Активность анчуток. В лесах много будете видеть явлений, даже дети будут снимать, выкладывать. Черти в этом году очень активны. Не связывайтесь с ними, не подходите, если издалека увидели какой-то необычный объект, который вас вызывает подозрение. А лучше говорить: чур меня, я не твоя добыча. Будете видеть на дорогах Ярославская область, Вологодская область, женщин на дорогах ночных, безлюдных местах, там, где их не должно быть, не останавливайтесь. Не женщины это. Это переодетые мужчины. Там найдете свою смерть. Если сильно переживаете, звоните в полицию, сообщите, что вы там видели какую-то сцену нехорошую. Пусть подъезжают по этому месту, проверяют. Вы не останавливайтесь и своим мужчинам говорите это. Банды на дорогах. Дождевая вода в этом году исцеляющая, она будет полна определенной силы, небесной энергии. Вы даже заметите, у кого угри, у кого проблемная кожа, ради интереса просто вот протрите лицо снежинками или дождевой водой. Через некоторое время у вас будет проходить, очищаться будет лицо. День и ночь встретятся в этом году. В тех местах, где не должно быть белых ночей, белые ночи наступят внезапно на несколько дней. Это будет большое удивление, но оно наступит. Открытые порталы, я уже говорила вам об этом, в лесах.
Вы почувствуете в лесах открытые порталы, что вас в каких-то местах слышат, вы попадаете в какую-то временную воронку. И последний раз спросим. В железном кругу, в белой пене, в светлом тумане, злой ты или добрый, покажись, покажись, явись. У кого хозяйство, сельское хозяйство, можете радоваться. В этом году приплод огромный. Ваши коровы будут рождать двойню. В этом году очень большой приплод. Даже не будете знать, куда это продавать, куда отвезти, когда это успеть, что делать. У всех это будет. Ну, у большинства, по крайней мере, у 70%. Очень богатый год на это. Вам мироздание дает возможность сейчас пополнить запасы. За все эти годы компенсирует то, что у вас было отобрано. Кто хотел построить дом, в этом году начните строить. Получится очень быстро, очень удобно и выгодно, недорого. Этот год именно для строек, для начинаний новых. Водопады. Реки будут создавать водопады в тех местах, где их никогда не было. Удивительный год. Год женщин в погонах. Женщины в погонах, женщины, имеющие военную или, скажем, полицейское звание, у них повышение в этом году. Очень, очень часто, очень многие начальники станут женщиной. Все достаточно. Перехожу на хозяина года, даю вам этот ритуал и заканчиваю с предсказаниями. Все довольно, мне кажется, в этом году вот более чем достаточно вам сказано. Наблюдайте за всем этим и будете видеть, как оно все сбывается каждый день. Все, друзья мои, перейду к следующему этапу. Всем удачи!